Уважаемые зрители и подписчики, вас приветствую на своем канале. Всем доброго дня и доброй ночи. Надеюсь, что соскучились очень. Значит, сегодня у нас будет эволюция зимней обуви. Значит, поговорим от валенок до самых современных вот таких сапог. Это не Эво сапоги, Эво у нас находится. Эво не самые современные сапоги. Расскажу свой опыт, какое использование, какие-то актуальные, наверное, какая-то актуальная зимняя обувь, а какую можно, наверное, уже убрать. Значит, так, из интересного будет у нас уход за сапогами из Эво. Много разных нюансов, которые продавцы не договаривают. Это значит температурный режим, который нужно будет делить на 2. Там много разных нюансов. Почему, зачем, как. Боятся ли они воды или не боятся. Вот. Эво сейчас актуально, но много нюансов, и продавцы про них не договаривают. Удобно, практично. Вот. Супер современные сапоги. Средний вариант, унты. Вот такие облегченные варианты. Поговорю про вкладыши, какие вкладыши, чем отличаются. Из интересного доработка Эво сапог. После этой доработки они становятся намного теплее, комфортнее, любые Эво сапоги. Не буду, наверное, это оставим на потом. И смотрите, давайте начинаем. Значит, первое, что у меня было, как у нас у всех, это валенки. Валенки, да не подшиты, старенькие. Они у меня вот в таком состоянии, вот какие есть, все в пыли. Видно, наверное, их поедала моль. Вот. А плюсы, минусы, сразу скажу, что валенки до сих пор актуальны, и многие ходят. Сейчас есть современные валенки, они там с подошвой, с кожаными вставками. А плюсы валенок в том, что нога всегда дышит, и в валенках всегда тепло. Минусы, значит, на сгибание некомфортно, то есть можем наблюдать, нога не сгибается. Вот. В этих частях всегда минус. Здесь ломается валенок обычно. Это самый большой минус. И если у нас на улице влажно, дождик идет, сырой снег, они промыкают, они не приспособлены для мокрой погоды. То есть вот минус. На машине ездить в них нельзя. Вот. Если сильный мороз, ходить по снегу на рыбалке в них возможно, комфортно, многие используют их. Да, это актуально остается. Сейчас современные валенки с подошвой есть. Вот. Ну, говорю как есть. Они очень легкие, не гибкие. Нога в них дышит, не потеет. Вот. Если используем с галошей, то в морозы, из нюансов скажу, что галоша дубеет. И когда у нас нога сгибается, вот мы переходим, галоша просто слетает, и мы ее теряем там где-нибудь ночью, там в снегу, и найти мы уже не можем. И идем полностью сырые. Это из нюансов. Поэтому валенки, да не подшиты, старенькие. После валенок у нас, значит, идут унты. Вот. Вот такие вот. Что из себя представляет унты? Значит, внутри у нас мех натуральный. Вот. Унты бывают снаружи с натуральным мехом и искусственным. В данном случае у меня искусственный мех. Есть свой плюс. Искусственный мех, когда идет у нас мокрый снег или просто снег, его можно стряхнуть, и он как бы не впитывается. А если мех натуральный, он, естественно, начинает намокать, и со временем у нас промыкается сама обувь. Вот. Здесь у нас кожа, подошва, и в подошву вшита, значит, вот такой волочная вставка, которая выводит влагу сюда. Также она, если сыро у нас впитывает, то есть нюанс. Сапоги хорошие, обувь хорошая, когда на улице мороз. И в такой обувь можно переезжать на машине, то есть она сгибается очень комфортно, то есть у нее плюс на снегоходе. Вот. Но в сырую погоду вам будет некомфортно, она промыкает. Сейчас, конечно, есть с монолитной подошвой, но это намного все хуже. Получается, они не дышат. Нога не дышит. Унты до сих пор актуальны, поэтому их многие используют. Вот. Следующим у меня было, когда у меня были валенки, унты, и значит у нас на улице плюс-минус, лед начинает, на льду появляется вода. Очень часто наблюдаем. Вот пришлось приобрести вот такие вот. Многие знают
использовали, одевали на валенки УЗК. Принцип тот же самый. Тут более крепкое. Внутри идет вот такой вот вкладыш по типу валенок. В принципе, вот войлоковый. Тоже теплый. Теплый, да, теплый, но нога сильно преет, потому что этот материал не дышит. Совсем абсолютно не дышит. И если мы перемещаемся, во-первых, очень тяжелые. Вес, то есть на дальнее расстояние мы не сможем проходить. Вот. Но когда не было выбора, значит, у нас на льду появляется вода. В валенках мы не можем, в унтах мы тоже не можем. Одевали, вот использовали вот такие вот. То есть это альтернатива. Сразу скажу, что в данный момент многие тоже ходят, но сейчас приобретать такие бессмысленно. Вот. Следующий этап это был, короче, значит, у нас вот такие современные сапоги из Эво материала. Всеми знаменитые Топтыгин. Вот. Много фирм, много всего. Сразу много в интернете информации, расскажу интересное. Первое, про что нужно знать. Эти сапоги нельзя сушить на батарее. Почему нельзя? Если мы будем их сушить на батарее, то они усыхают, и размер становится у них меньше. То есть у вас 42 размер, а на батарею мы ставим, через какое-то время они станут 41. И у вас будет, вы будете ощущать дискомфорт. Это многие не договаривают. Температура, значит, температурный режим. Если указан температурный режим минус 40 градусов, я не знаю, сколько у этих, просто говорю образно, как все это высчитывается, минус 40 градусов. Это температура, при которых вот этот материал сломается. При вот минус 40 градусов, значит, он треснет, лопнет. Это не температура, при которой будет комфортно использовать и ходить. Обычно считается, если минус 40 делим на 2, значит минус 20 комфортная температура. Вот. Эти сапоги заменили, значит, унты, валенки и вот эти вот тяжелейшие, притяжелейшие. Они очень легкие, удобные, теплые. Нюанс: нельзя сушить на батарее. Второй нюанс: они очень слабы на прокол. Нельзя пробивать лед в лунках, потому что здесь мягкая подошва, можно повредить ногу, также ее проткнуть. Если хорошо вглядываться, то на этих сапогах очень много повреждений, микроповреждений, миллионы. Многие из них сквозные. Они не совсем пригодны для ходьбы по воде. Почему? Многие скажут, что они герметичные, все хорошо, все замечательно. Новые сапоги, да. Если сапоги уже не новые и вот маленькие небольшие отверстия от веточек, от всего что угодно, их миллионы здесь. Когда мы заходим в воду, вода заходит в это отверстие, то есть вот у нас загибается, вода попала в отверстие, мы выходим, мороз минус 20 градусов, вода затекает в поры и разрывает. То есть визуально мы не видим. Потом у нас складывается эффект такой, что у нас нога вспотела, сырая, и мы замерзли. Это происходит вот за этих трещин, отверстий. Вода с каждым разом все больше и больше будет рвать пору, поэтому в воду не прям желательно по воде ходить. Да, прошли. Вот, это нюанс Эво материала, то есть очень слабые. Для охотников они не подходят, потому что можно проколоть сразу же на первой ветке. Многие, конечно, используют, но это опасно. Вот, можем видеть, это обычная ветка. Вот. Плюсы в том, что они недорогие, а они теплые. Для рыбака это самый идеальный вариант. Сейчас уже есть усовершенствованные резиновые подошвы с усиленной. Вес, конечно, у них тяжелее. Вот. Но они уже как бы поудобнее идут. То, что не так боишься, что проколешь себе ногу. Потому что проколоть ногу здесь очень легко. Вот все это прогибается. Вот. Из нюансов. И еще зависит от формы. Из своего опыта скажу, пересмотрев кучу разных Эво сапог, скажу, что подбирать нужно. Невозможно купить через интернет, заказать себе сапоги, нужно примерять, потому что подъем у всех людей разный. Но если вам подойдут вот сапоги вот такой формы, не обязательно этой фирмы, то есть анатомические, то они у вас не будут слетать при ходьбе. Бывают прямые вот такие вот, то есть вот прям вот такая большая, огромная, с большим подъемом. Они при ходьбе у вас будут болтаться.
Если же вот анатомические, вот здесь вот сужения идут, при ходьбе вам будет очень комфортно, вы их не будете чувствовать. Это тоже нюанс. Еще совет. Когда выбираете такие сапоги, выбирайте, если у вас 42 размер, на 2 размера больше. Потому что в течение суток при ходьбе нога у нас немного расширяется, становится шире, там, как многие пишут, на сантиметр, вот, плюс носки. И если она у вас будет притык, то, естественно, вы замерзнете. Вот, поэтому нужно выбирать, мерить и всегда с запасом на 2 размера. Вот, это из своего опыта, я говорю. Эво сапоги хорошие, замечательные. И самый, наверное, следующий этап, это вот такие легкие, это комбинированный вариант, когда у нас здесь используется Эво материал и сверху пришита, ну вот, какая-то тканевая, там мембрана, я не знаю что. Внутри вкладыш идет. Вот вкладыш. Тоже утепленный, используется для зимы. А для чего такие нужны сапоги? Если в этих не очень комфортно, в них нельзя ездить, они не сгибаются, видите, то, что не сгибаются, то в случае вот в таких у нас нога в подвижном состоянии находится. Такие сапоги могут использовать водители. Вот. Нижняя часть у нас не промыкает, верхняя часть у нас дышит. Поэтому легкие, удобные, но не очень хороши для рыбалки. Не очень хороши для рыбалки, потому что есть возможность, что вода попадет у нас где-то здесь, и не настолько они теплые. Может быть, варианты там разные есть. В данном вот именно вот эти не настолько теплые. И вершина, наверное, вот всего, что есть, это красивые сапоги, похожи на Эво сапоги, но материалы здесь более сложные и более крепкие. Отличаются тем, что эти сапоги выдерживают механическое, более сильное механическое воздействие. Да, изгибаются они еще тяжелее, чем Эво материал. Вот. Гнем их, но на прокол, на боковой прокол, они более выносливые. И такие сапоги используют в основном там охотники, они универсальные. Они более тяжелые. Тоже вспененный материал идет, но это совсем другой. Вот. Значит, универсальные, красивые. И эти материалы, они не дешевые, потому что в них там добавляются антибактериальные там покрытия. Они не пахнут. Плюс то, что если вот взять Эво, там все начинает затухать, пахнуть, нужно сушить чулок. Эти не пахнут. Вот. Значит, эволюция сапог пришел. В них можно выйти и в город. Вот. Интересные. Походим в них, расскажем. При покупке продавец мне сказал, нужно покупать сапоги размер в размер. Я его послушал. То есть, в отличие от таких вот Эво сапог, он говорит, что вот эти нужно покупать. Я послушал его, походил в первых сапогах, и они мне очень сильно жали. Пришлось приобретать на 2 размера больше, как я и говорил. Поэтому зимнюю обувь обязательно нужно покупать рыболовную. Там на 2 размера больше, если касаюсь. Вот подводя итоги, я все же, наверное, скажу оптимальный вариант соотношения цены и качества в данный момент у нас. Это вот такие сапоги. Не сочтите за рекламу. Пообщавшись с рыбаками, я пришел к тому, что, наверное, самый оптимальный у нас вариант это Топтыгина. Сейчас Топтыгина 2 вышли. Вот. Можете выбирать любые. И бонусом усовершенствования любых Эво сапог, проблема всех сапог одна, самая пресамая. У нас мокнут ноги. Первый мокнут ноги, как я говорил, прокол, микропрокол, в воду зашли, вода протекает. То есть многие думают, это у нас конденсат, который скапливается на чулках. То есть вот здесь вот конденсат скапливается, и он стекает в нижнюю часть. Вот на этой части все стекает вниз. В этом случае подошва прямая, и если стелька, ее вообще нет, то все это находится в чулке в нашем носке. Ноги у нас будут сырые. Многие используют, например, вот в данном случае используют стельки из льна, например. Многие там разные. Значит, вода у нас спускается вниз, впитывается в эту стельку. Если стелька у нас уже износилась, то значит
в нее ничто не впитывается, и нога у нас сырая. Это первое. Сейчас появились стельки с микро такими отверстиями, рифленые, которые вкладываются вовнутрь, и вода, проходя через них, она просто отводится, и она находится ниже чулка, и нога у нас всегда сухая. То есть можно просто приобрести, вложить эти стельки в любую эво-обувь, и эффективность будет, то есть они будут намного теплее, вот, вам будет комфортно, будет сухо. Мы замерзать начинаем, когда у нас нога потеет. Вот. Это ошибочное мнение, здесь не потеет, здесь, значит, собирается конденсат, стекает, это вода. Это вода. Нога, конечно, немного потеет, естественно, здесь в основном конденсат, стекает вода, и вот здесь вот внутри находится много воды. Поэтому, если мы стельки устанавливаем перфорированные, то обувь у нас становится более комфортная, более теплая. Вот так вот. Значит, не сушите на батарее. Вот, это нельзя. Летом в жару в них тоже нельзя, они тоже усыхают, меньше размером становятся. В воде лишний раз не находитесь, потому что я вам говорю, что если вот эти порезы, вода попадает и разрывает структуру. В них можно проходить через воду, но не советую стоять в ней там много-много долго времени. Вот такие рекомендации, стелечки, и будет у вас счастье. Если стало видео полезным, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Вот, и всем всего доброго и пока.